Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, 22 ноября у нас на календаре, и я вам скажу, Konami меня сегодня удивила. Удивила она меня тем, что дали бесплатную крутку, снова пак Франции, и там осталось 4 игрока после прошлой бесплатной, при этом еще крутку нам дадут 25, потом 29 и 2 декабря, то есть каждый из нас получит всех 5 игроков из этого пака. Не знаю, о чем думает Konami, когда раздает сотого Мбаппе абсолютно всем игрокам в нашей игре, просто раздает одного из лучших форвардов нашей игры абсолютно всем. Ну, мне кажется, в 9 из 10 составов вы будете этого Мбаппе встречать. При том, что Холланд у нас был за номинальные контракты. В общем, я думаю, вы догадываетесь, какая связка будет самая популярная в онлайне. Тем не менее, раз этих игроков получают все, нужно поговорить о их прокачке. Вот, ну и сразу анонсирую, ближе к вечеру будет у нас суперкубок. Да, геймплейчик тоже сегодня подвезут. Ну и напоминаю, что все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Это у нас по стандарту. Ладно, давайте смотреть, чего нам раздали. Все 5 игроков будут у каждого, поэтому давайте приступать. Первый Рабьё показывает, что он качается до 93 при вот таком вот разбросе статов. Тут даже один стат идет в удары, но я на самом деле, я бы сюда его не вкидывал, сразу же его убираем. Значит так, пасы. Хорошо, но целых 11 статов, мне кажется, немножечко здесь перебор. Пасы у него, в принципе, и так неплохие, я бы оставлял где-то на уровне 8. Дриблинг тоже хорошо, оставляем 8. Ускорение. Вот здесь вот я бы скорее сюда докидывал, потому что ускорение 69, ну, это вообще несерьезно. Центральный полузащитник, тем более стиля штрафной до штрафной, все-таки должен быть подвижным. Поэтому 8 статов я бы лучше делал вот здесь. Скорость. Тоже здесь вброшено 8 статов. Да, в принципе, я бы, пожалуй, оставил, и, наверное, остальные 2 стата я бы закидывал в прыгучесть, устойчивость при толчках и игру головой. Как вы видите, у меня тоже получается 93-й Рабьё, но мне кажется, вот так вот он выглядит по сбалансированнее, чем... как нам предлагает сайт на автоматической прокачке. Да, Рабьё при сыгранности 100 будет у нас с рейтингом 95. Повар тоже 93 у нас показывает. Давайте посмотрим, как здесь автоматически раскидает. Значит, 12 аж в скорость с выносливостью и силу удара. И 8 всего в защиту. Ну, сразу же... Повар у нас обороняющийся защитник, поэтому столько скорости ему при всех раскладах не надо. Тут ему ускорение бы выровнять, потому что 73 ускорения при 84 скорости, и при том, что это обороняющийся защитник. То есть вперед он не будет особо идти. И где он будет развивать эту скорость при вот таком-то ускорении? Тут скорее ему рывок нужен. Так, 4 стата у нас вброшено в пас. Ну ладно, пусть будет. 4 стата в дриблинг тоже, допустим, пусть будет. Первые 4 стата, вы знаете, у нас по единичке, дешево. И 4 всего в ускорение. Вот 73 ускорения мне прям вообще не нравится. Прям совсем. Вот хотя бы до 8 нужно поднимать, чтобы ускорение было 77 и баланс 75. Понятно, что умение атаковать ему особо не надо. Корпус 4, и здесь у нас 8 в защиту. Но в защиту, если сейчас поднимать, тут единичку всего можно вкинуть. Поэтому скорее, я бы 2 стата ему еще загонял в корпус. То есть вот таким образом я бы прокачивал, чтобы 87 у него был прыжок, 80 корпус и 83 игра головой. Повторяю, это обороняющийся защитник, вот, и поэтому ему нужны именно защитные статы, а не атакующего. Атаку он идти не будет. Ну, по крайней мере, не должен. Если соточку сыгранности делать, то Повар у нас должен получить плюс 2 навыка. То есть мой вариант будет 94-м, вариант с автоматической прокачки будет 95-м. Но мне кажется, вот так вот будет более сбалансировано. Идем дальше. Бен Йедер. Тут сразу можно выделить, реализация 82 при рейтинге 82. Вспоминаю 21-ю часть, когда общий рейтинг рядом с умением атаковать и реализацией. У Мбаппе, кстати, меньше, при том, что у него изначальный рейтинг больше. Делаем максимальный уровень, получаем 93. Так, 8 уходит у нас в реализацию, то есть реализация аж до 90 догоняется. Единичка в пас, ну какой смысл? Тут паса нет, единичка не спасет. 4 в дриблинг, 11 в ускорение, 4 в скорость и 4 в корпус. В корпус я вообще ничего не ложил. Но он у него типа говно, игра головой, и прыжок, и сам корпус, эта 4 вообще не спасет. И, наверное, 11 ускорения, это достаточно дорого. Давайте сделаем пока вот так вот, 8-8.
скорость ускорения, чтобы он не только ускорялся, но еще и бежать мог на нормальной скорости. Дриблинг я бы не трогал, пассивы я тоже не трогал. И у меня остается 2 стата. По сути, можно либо поднять ускорение, давайте, наверное, так и сделаем. Вот так вот. Я считаю, нормальная прокачка Бен Йеддера. То есть моя прокачка тоже, вы видите... Рейтинг остался 93, но при этом хоть чуть-чуть я выровнял ему скорость вместе с выносливостью и силой удара. Для центрального нападающего это тоже явно важно. Бен Йеддер, кстати, будет у нас 96 при максимальной сыгранности, то есть получит плюс 3. Дальше у нас Миньян, 94 у него максимальная прокачка, вот так вот автоматически раскидывают статы, и здесь у меня никаких претензий нет. Автоматическая прокачка, я с ней абсолютно согласен. Миньян будет у нас 96 при сыгранности 100. Ну и звезда нашего пака, черепашка-ниндзя, ну и так далее, как его там еще только не называют, любитель членодевок, если вы понимаете, о чем я, но никаких претензий к нему, нравится, пожалуйста. У нас свободный мир, что хочешь, то и делай. Тем более своими-то деньгами. Значит так, нажимаем на максимальный уровень, вот такую прокачку советует сайт, и получится у него рейтинг 97, при сыгранности 100 будет рейтинг 100. Что бы я здесь менял? Итак, 6 у нас вброшено аж в удары. 4 у нас вброшено в дриблинг, 8 у нас вброшено в умение атаковать, 4 в скорость, силу удара и выносливость, и 4 в корпус, ну тоже, конечно, сами понимаете, у МБП с корпусом будет немножечко бедово. Что бы я здесь менял? Единственное, что бы я поменял, я бы 2 стата убрал отсюда, и у меня 4 таким образом... раскидать, и немножечко бы улучшил ему пас, вот так вот, до 4. Да, мой МБП получился бы 96, а не 97, но при этом у него хоть какой-то пас низом и пас навесом бы присутствовал, потому что я знаю, часто МБП используют на правом нападающем и левом нападающем, например, там пас этот явно пригодится. Да и если он играет центрального нападающего в паре с кем-то, тоже пас явно пригодится. Гораздо больше, чем на двоечку увеличенная реализация. Штрафные, которые вряд ли вы за него будете бить, и подкрутка, которая у него, ну, в общем-то, ни о чем. Ну, добавить двоечку, особо ничего не изменится. А 4 в пас, это все-таки 4 в пас. Вот такую прокачку я вам предлагаю для игроков сборной Франции, которых получит каждый из нас. Пишите, согласны, не согласны, в комментариях, с удовольствием все это дело почитаю. Напоминаю, вечером будет матч. Напоминаю, что все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Ну и не скупимся на лайки, ребят, они бесплатные. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.